Как Снеговик победил в неравном бою с человеком? Каким образом кот проучил злобного ребенка? Как напавший на гуся подросток наказал сам себя? Ответы на эти и многие другие вопросы вы сможете найти в этом ролике. Сегодня я расскажу вам о самых интересных случаях мгновенной кармы. Снежная месть. Героиня этого видео столкнулась с проблемой, снежной зимой и детской радостью. Вероятно, она ненавидит веселье и состоит в бойцовском клубе. Поэтому она решила разобраться со снежным великаном грубой силой. Пинками леди пытается сбить противника с ног, у нее это получается далеко не сразу. Но даже этого ей мало. Наверное, эта женщина не знакома с законом о том, что нельзя бить лежачего. Пусть Снеговик и не сопротивляется ее ударам, но он далеко не хрупкий, и из-за этого разбить его леди никак не удается. Тогда она решает, что стоит просто попрыгать на красивом снежном творении. Но даже так Снеговик не спешит сдаваться. Он держится до последнего, и когда окончательно разрушается, мстит дамочке за свою гибель. Она эпично поскальзывается и падает на землю, больно ударившись. Теперь карма преподала урок злобной женщине, а Снеговик остался отмщенным. Не стоит быть таким агрессивным. В данном ролике толпа пыталась выразить свою агрессию и душевную боль на ни в чем не повинных воротах. Только люди не учли один маленький нюанс: эти ворота так просто не простят тех, кто решил их испортить. Мужчина с особой злостью бросается к тяжелым металлическим воротам и со стервенением начинает их трясти, пытаясь что-то доказать себе или окружающим. Вот только в детстве его, вероятно, не научили тому, что с тяжелыми игрушками нужно быть осторожнее. Ворота не выдерживают такого напора и решают воздать обидчикам по заслугам. Тяжелый шар, служивший украшением для металлической преграды, со звоном падает на голову одного из обидчиков. Это оказывает просто волшебный эффект. Все сразу оставляют несчастные ворота в покое, а кто-то даже получил мяч для футбола в результате инцидента. Вот так карма и шар отстояли металлическое ограждение. Осторожно! Скользкий пол! А здесь мужчина решил проявить себя во всей красе. Он шел по территории здания по и без того скользкому полу, но решил немного усложнить себе и другим задачу. Неопрятный мужчина оставляет для кого-то мерзкую ловушку, но сам же в нее попадает, проезжаясь по полу, как неумелый фигурист. В результате карма расставила все по своим местам, а мужчина, не знающий, что такое обыкновенные правила поведения в общественных местах, сталкивается с последствиями своих решений и полом. Надеюсь, этот жизненный урок он запомнит надолго. Дай поцелую. Герой данного ролика поймал где-то змею и не придумал ничего лучше, чем начать ее дразнить. Как маленький ребенок, он принялся показывать и без того злой змее свой язык, отчего ядовитая обитательница вышла из себя еще больше. Но мужчина не остановился и стал предлагать ядовитой красавице поцелуй, тогда змея решила сыграть по его правилам. Она немного успокоилась, чтобы подобраться поближе к обидчику, и тогда исполнила его пожелание, подарив незабываемый поцелуй. Никогда не нужно забывать о карме, ведь она может исполнить ваше самое сильное желание, что в итоге выйдет боком для вас. Как в этом случае, и мужчина должен был остаться счастлив, и змея получила долгожданную месть. Мотогонщик. На этих кадрах запечатлен мужчина, который решил показать трюк на мотоцикле. Возможно, он что-то пытался доказать своему оппоненту в споре или слишком сильно верил в себя. Но его железный скакун оказался не таким покладистым, как надеялся мужчина. Чтобы красиво уехать от спора, водитель встал на заднее колесо и помчался вперед. Вот только он не учел, что рано или поздно его ждет приземление. Причем не самое мягкое, ведь мотоцикл не прощает ошибок и неумелых водителей, да и карма тоже не любит невежливых. Вот так строптивый железный мустанг и сбросил своего седака, вызывая у его конкурентов смех. Будьте осторожны и вежливы на дорогах и помните, что стоит выполнять только те трюки, которые вы умеете. Держи руки на руле. В данном видео вы можете увидеть мужчину, который катался на велосипеде в теплый и погожий день. Погода прекрасная, вокруг вежливые люди, вот только сам водитель явно был не в настроении и все время пытался сбить пешеходов. Один из его жертв снял поведение горе-водителя на камеру. Как только он в очередной раз попытался сбить человека, его потенциальная жертва до последнего не отступала. Своим поведением снимавший вызвал гнев у велосипедиста, он оторвал руку от руля, чтобы жестами выразить все, что думал, но потерял контроль над дорогой. Его железный конь был беспощаден к таким ошибкам и быстро избавился от злобного водителя. Но своей вины мужчина так и не признал и сразу бросился на того, кто, по его мнению, был виновен. Но не увидев страха в глазах жертвы, быстро отступил, взобрался на велосипед и умчал в закат, чуть не сбив очередного бедолагу. Чувствую, сегодня герой видео получит еще не один урок кармы. Не рой яму другому. Совсем еще маленький ребенок, который решил искупать котика, стал центральным персонажем в этой комедии.
Малыш уверенно идет к бассейну, чтобы показать Пушистику всю радость купания. Он еще не знает, что кошки ненавидят воду. Ступенька за ступенькой, и вот-вот котик уже промочит свою шубку, но в воде оказывается не он. Юркий и ловкий зверек отталкивается от своего инструктора по плаванию и быстро убегает прочь. А вот неуклюжий ребенок мигом оказывается в воде. Карма не заставила себя ждать. Как говорится, не рой яму другому, сам в нее попадешь. А ловко он это придумал. Очевидцы успели заснять таксиста, который по собственной неосторожности въехал в чужую машину. Создав аварию, горе-водитель решил, что ответственность ему ни к чему. Он принял решение скрыться. Вот только виновник происшествия не учел одного. Впереди перекресток, и нужно смотреть на сигнал светофора. Как только таксист на большой скорости выехал на тихий до этого перекресток, в него мгновенно въехала другая машина. Вот так за пару минут один водитель создал сразу две аварии и почти уничтожил свою машину, а скрыться с места происшествия теперь точно не получится. Карма бывает беспощадна к тем, кто отказывается принимать ответственность. Тут и карма не нужна. Два гения отправились в лес на поиски приключений и, к счастью для нас, запечатлели свои похождения на камеру. Сначала вы можете подумать, что тут такого? Просто два мужчины кидают камни в сухую ветку дерева. Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. А мужчины от скуки часто делают нечто в таком роде. Но присмотритесь повнимательнее. На одной из ветвей висит осиный улей, в который эти два гения и пытались попасть. Вероятно, они решили, что едва улей коснется воды, как тут же пойдет на дно вместе с его обитателями. Вот только ситуация оказалась совсем другой. Улей остался на поверхности, а вот осы вышли на тропу войны в жутком гневе. Этот страшный факт двое мужчин заметили далеко не сразу, а лишь тогда, когда озлобленные насекомые прилетели за расплатой. Без пары десятков укусов дело точно не обошлось. И даже кармы не понадобилось. Насекомые и сами прекрасно справились с теми, кто решил разрушить их дом. Жулик, не воруй! Герой этого видео посетил местный магазин и решил, что тележку для товаров он тоже приобрел. Воришка пытался загрузить украденное в багажник машины и быстренько уехать, но все оказалось не так просто. Тележка категорически отказывалась влезать в его небольшой багажник, как бы вор ни старался. И вот, кажется, он достиг своей цели, тележка наконец уместилась в его машину, но у мужчин оказался плохой глазомер. Когда он закрыл багажник, то заднее стекло выбили колесики украденной тележки. Вот так горе-вор поплатился за попытку кражи. Теперь даже эта тележка никак не окупит ремонт автомобиля. Нужно было потерпеть. Сначала вам может показаться, что на этих кадрах мужчина просто стоит и любуется прекрасным ночным видом. Но это не так. На самом деле мужчина не придумал ничего лучше, чем сделать из реки туалет, но карма такого не прощает. Мужчина даже не старался скрыться, а действовал на глазах окружающих, которые не остались в стороне. Бдительный прохожий, который был явно против подобных действий, сбросил вандала в воду. Я думаю, что этот урок мужчина запомнит надолго и теперь для подобных нужд будет искать туалет. Ведь он сам только что искупался в той самой воде, которую испортил. Вероятно, он был голоден. Зеленый попугайчик, который решил поиграть с кошачьим хвостом, получил ценный жизненный опыт. Маленькая птичка прикусила пушистого зверька, и карма сработала мгновенно. Наверное, котик решил, что птица была жутко голодна, и помог ей найти миску, чтобы пернатый как следует подкрепился. Теперь птичка надолго запомнит, что пушистых и больших червяков лучше в клюв не тянуть. Ну а если нет, то котик всегда сможет преподать попугайчику еще один важный урок вежливости. Да и о питании пернатого он позаботится подобающе. Поспешишь, людей насмешишь. Еще одни незатейливые воры попали в объектив камеры наблюдения. Этот дуэт решил украсть радиатор из подъезда дома. Они сделали все возможное, чтобы провернуть работу тихо и незаметно. Мужчины успешно сняли радиатор, осталось только уйти из подъезда, не подняв шум. Вот тут они и ошиблись. Один вор так обрадовался, что им удалось задуманное, что подтолкнул второго к выходу, чтобы поскорее покинуть место преступления. Вот только с таким тяжелым грузом спешить нельзя, это может быть очень даже травмоопасно. Так второй вор, не удержав равновесия, рухнул на лестнице и спустился даже слишком быстро. Пожалели ли они о том, что решились на это преступление после произошедшего? Неизвестно, но пара ссадин от такого спуска точно осталась. Да и их лица на этом видео тоже. Огонь по своим. Иногда карме даже не нужно вмешиваться, как, например, в этом случае. Парни решили сами поработать на карму. Они пришли к чужим окнам с камнями, чтобы осуществить свою месть. За что мы с вами не узнаем.
Возможно, дело было даже не вместе. Молодые люди просто захотели таким образом выразить свою недоброжелательность, но карма не дала им довести дело до конца. Первый мститель бросил кирпич в окно, и камень, возможно, успешно выполнил свою миссию. Закончив с делом, парень решил отойти, но попал под удар от того, от кого он этого ожидал меньше всего. Кирпич его друга на пути к стеклу повстречал небольшое препятствие в виде лица юного преступника. Вот так всего один кирпич наказал сразу двух юношей, которые решили, что бить стекла в ночи — хорошая идея. Двух зайцев одним ударом. А на этих кадрах герой стал кармой сам для себя. Мужчина ехал за рулем автомобиля и выпивал напиток, вероятнее всего, алкогольный. Как все мы знаем, делать подобное запрещено на законодательном уровне, но это еще не все. Оказалось, что этот водитель еще и является любителем мусорить в неположенных местах. Осушив бутылку, наш гений решил от нее избавиться привычным путем, просто выбросить ее из окна автомобиля. Но он не учел одну маленькую деталь. Окно было закрыто. И, как оказалось, бутылка из-под спиртного в несколько раз крепче, чем стекло автомобиля. Бутылка оказалась за окном, мужчина и выпил, и избавился от мусора, но за это теперь придется отплатить ремонтом окна. Надеюсь, что такой действенный урок мужчина запомнит на всю жизнь и впредь станет пить и выбрасывать мусор в созданных для этого местах. Не обижайте животных. У девочки с ее мамой произошел конфликт, ребенка разозлили слова взрослого. И тогда девочка решила отыграться на том, кто поменьше нее. Милый котик лежал на травке и грелся, подставляя мордочку летнему солнцу, но ребенка явно не устроило, что Пушистик радуется жизни, пока она страдает. Девочка решила, что котику пора уйти, и пинком намекнула ему на это, но рыжий маленький Пушистик подобного не прощает. Кот тут же принялся защищать свою честь и место под солнцем. Он подскочил и хотел припугнуть распоясавшуюся девочку, и это сработало. Пусть когти в ход Рыжик и не пустил, но даже своими движениями он заставил ребенка бежать прочь, не глядя на дорогу. Отчего малышка и полетела кубарем и приземлилась далеко не на лапки, как делают это кошки. Карма быстро расставила все по своим местам, наказав маленькую хулиганку. Ну и кто теперь добыча? Только представьте себе замечательный летний пикник. Отдых, мангал, шашлыки, природа и тепло – прекрасные составляющие любого отдыха. Но тут мужчина увидел небольшого поросенка, который бродил по округе в поисках чего-нибудь вкусненького. В нашем герое взыграли древние корни охотника, и тот решил осторожно поймать животное. Прикрываясь тем, что он хочет просто переставить стул, мужчина подбирается к крюшке, пока та его не замечает, а затем дерзко ее хватает и пытается унести с собой. Вот только наш горе-охотник не учел кое-что: если этот поросенок еще маленький, то наверняка где-то рядом бродит его огромная мама, чей гнев лучше не будить. Стоило только свинке издать крик о помощи, как ее мама тут же явилась на зов. Быстро обнаружив обидчика своего ребенка, разгневанная мать объявляет на него охоту, пытаясь искусать мужчину. Вот так из-за одной неудачной охоты герой видео чуть не остался без штанов, а ведь мог даже пострадать от ударов разозлившейся хрюшки. Опытный водитель. Чаще всего карма настигает именно тех, кто небрежно водит. Так и герой этого видео пострадал из-за собственной глупости. Сначала кажется, что все нормально, обычная ситуация на дороге, несколько машин, которые куда-то везут пассажиров. Но если присмотреться, то можно заметить, что два автомобиля держатся как-то подозрительно близко друг к другу. Как только соседняя полоса освобождается, водитель, ехавший позади, решает перестроиться и поехать дальше. Ведь именно так решило бы большинство из нас. Но нет. Водитель перестраивается и сразу решает подрезать автомобиль, который прежде ехал впереди него, но карма такого не прощает. Как только водитель завершает опасный маневр, его тут же заносит, и он врезается в ограждение на соседней полосе. Вот так попытка что-то кому-то доказать обернулась против горе-гонщика. Допрыгался. На этих кадрах вы можете увидеть, что бывает, когда вы пытаетесь обмануть животное. Мужчина, расхаживая у себя по двору, заметил котика, мирно сидящего на батуте. Конечно же, в голове у нашего героя тут же созрел хитрый план, как заставить котика попрыгать и понервничать. Мужчина аккуратно обходит Пушистика, убеждаясь, что остался вне поля зрения домашнего любимца. Но кота так просто не проведешь, он уже что-то заподозрил из-за странного поведения своего хозяина. Чтобы не разуваться, мужчина решает прыгнуть на батут всем телом, но котик успевает ускользнуть прежде, чем мужчина приземляется на резиновую поверхность. Но и карма не дала хозяину отделаться. Оказалось, что на батуте была вода, которая вымочила всю одежду шутнику. Котик остался цел и невредим, так и не успев понять, что это такое — прыгать на батуте, а мужчине пришлось переодеваться. А может, это и был план маленького Пушистика. Гусиное возмездие.
Многие из нас не понаслышке знают, что кого-кого, а гусей уж точно обижать не стоит. Ведь эти пернатые станут мстить самым жестоким образом, и без пары укусов вы от них не уйдете. Но оказалось, что гусей защищает не только их клюв, но и карма. Двое молодых парней ехали на велосипедах куда-то в светлое будущее, но вот на пути одного из них оказался враг его детства — гусь. Пернатый не проявлял агрессии, но велосипедист решил ему отомстить за все годы страданий и страха. Парень притормозил и попытался ударить добродушную птицу колесом, вот только сам получил ущерб. Далеко на таком железном коне теперь не уедешь, а ведь ему еще предстоит разбираться с разъяренным гусем. Так что наш горе-велосипедист получит не только урок от кармы, но и от обиженного пернатого. Заключение. Мгновенная карма — это напоминание о том, что все мы связаны. Каждое наше действие, независимо от его масштаба, создает последствия, которые обязательно к нам вернутся. Все случаи из видео призваны напомнить вам о важности ответственности в каждом моменте жизни. Помните, что добро, которое вы делаете, привнесет в вашу жизнь радость, а вот плохие поступки обернутся для вас худшими последствиями. Спасибо, что досмотрели видео до конца. До скорой встречи!